Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Дело в том, что этот выпуск вы увидите совершенно отдельно от основного бритья, но это необходимая мера, потому что в этом выпуске я хочу рассказать вам то, что поведал мне Дмитрич. Это способ, как старые мастера делали, накладывали мыло и как они брили, сама последовательность. Это не то, как правильно или неправильно. Это не вопрос для обсуждения типа там, вот там вот это неверно, надо это вот так, надо вот так. Это просто скупая информация, как делал старый мастер дядя Фима. Но дядя Фима это для Дмитрича, не для всех. А для основной массы народа, всех тех людей, которых он брил, это Ефим Львович. Каждое воскресенье Дмитрич ходил вместе с дядей Фимой на базар. Дядя Фима упаковывал, собрал с собой свой походный чемоданчик. У него была такая вот специальная жилетка, и знаете, как вот у черкесов, ну, здесь вот эти вот, не палеты, а вот как вот эти вот правильно штуки вот называются. Казаки такие еще тоже носят, серебряные такие вот вставки. Так вот, у него там были карманчики, в каждый из которых была положена бритва, своя бритва для своей щетины. Они шли на базар. Одна процедура у дяди Фимы по приведению в парадный вид, так и было, парадный вид, стоило 3 рубля. В то время бритье стоило рубль, у дяди Фимы 3 рубля. И очередь к нему бывала и по 30, и по 40 человек. Дядя Фима брил всегда по двое. Но, естественно, Дмитрич во всем этом помогал. Вначале, в начальных процедурах каких-то типа компресс, типа развести мыло, типа наложить мыло. А потом, когда уже руку-то набил, ему даже доверяли брить голову. А потом он в этом так поднаторел, да преуспел, что многие клиенты просто говорили: так, Фима, ты хороший человек, ну пускай голову мне побреет Дмитрич. Потому что после его руки там волосы растут по-другому, и просто нравилось. Так вот. Придя на базар, дядя Фима сооружал, я не знаю, навряд ли он с собой какие-то кресла с собой носил, а Дмитрич на эту тему не говорил ничего. Он сооружал 2 композиции, в которых человек мог расположиться полулежа. То, что автомобильные подушки там принимали участие, об этом Дмитрич сказал. Так вот, 2 места сооружены, люди занимали свое законное место. И Дмитрич брал полотенце, большое специальное махровое полотенце с прорезью под нос. И все это было не в сосуде, а в емкости. Когда людей много, все это кипятилось и стерилизовалось. После этого оно скатывалось в трубочку и клалось, чтобы оно остыло до того момента, когда это вот сооружение можно было уже водрузить на лицо человека. И со слов Дмитрича, это, как правило, чтоб рука терпела, то есть это где-то в пределах от 40 до 50 градусов. Он обмолвился 60, я так и скажу 60, как по мне 60 горячевато. Так вот, на человека ложилось, давайте я не за двоих, я вам сейчас просто про одного, вот как Дмитрич рассказал и расскажу. У меня тут целых 10 пунктов записано, и первый теплый компресс, о нем сейчас и речь. Компресс поклали, он лежит. В то время, когда компресс водружен на человека, Дмитрич занимался мылом, или дядя Фима. Дядя Фима, со слов Дмитрича, разводил мыло. Мыло он всегда варил сам. Варил только из ему ведомых компонентов, всегда добавляя туда какие-то свои штучки-дрючки. Его мыло это было просто не мыло, а произведение искусства. Не единожды, со слов Дмитрича, он говорил: иди, учись, вот меня не станет, кто тебя научит. Но у Дмитрича тогда другое было в голове, там мальчишка молодой, 15-16 лет, сами понимаете. Где-то за девчонками приударить, где-то собак погонять, где-то просто побегать казаки-разбойники, так что не получилось у Дмитрича перенять эту науку. Зато в другом он поучаствовал, в заточке брит поучаствовал, и в том числе стрижки клиентов. Так вот, после того, как мыло было разведено до состояния сметаны, снимался компресс. Кстати, еще один момент. Со слов Дмитрича, с мылом от дяди Фимы ему достаточно было 10-15 движений, чтобы получить вот такое мыло состояние сметаны. После этого снимался компресс, и уже на еще горячее лицо накладывалась руками эта сметанообразная масса и втиралась. Дядя Фима каждый раз делал акцент: втирай так, чтобы ты чувствовал колкость, щетину
шероховатость его щетины, фактуру. То есть, по сути, получается против роста. И вот эта сметанообразная масса втиралась против роста и оставлялась так на некоторое время. Ненадолго. Вот, судя по описанию Дмитрича, это от полуминуты до минуты. За это время Дмитрич успевал свой помазок помыть, стряхнуть, привести его в бодрый вид. Какой помазок? Это не была синтетика, это был не кабан и это не барсук. Со слов Дмитрича это было что-то жесткое, скорее всего это была лошадка. Так вот, после того, как эта масса немного побыла на лице, Дмитрич начинал этим помазком взбивать, втирать помазком эту массу в лицо. И старался сделать из нее шапку, мы сейчас говорим Деда Мороза, он говорит просто белая шапка. Белая шапка, и по консистенции это все должно было быть как сметанка, как сметана. После того, как он это сделал, подходил уже дядя Фима. Дядя Фима брил всегда в 2 прохода. Это еще раз, лишний раз подвигает меня к той мысли, что я очень многого не знаю в бритье, потому что я тут все время ною, что у меня так все растет, что я в 3 прохода никак не могу выбриться. Дядя Фима, он всегда брил в 2 прохода и всегда получался бильярдный шар. Так что не говори никогда, надо просто брать, учиться и думать и понимать. Так вот, первый проход дядя Фима, подтягивая кожу за обушком, проходил. После этого брался тот же самый помазок, при необходимости добавлялось мыло из той чашки, где было мыло разведено, и снова же наводилась еще одна шапка сметанообразная на лице у клиента. После этого шел второй проход. О, я тут сейчас сверюсь со списком. После первой шапки дядя Фима еще так смотрел, насколько опало, не опало мыло, как вот первую шапку вот Дмитрич навел, и, как правило, это занимало 1-2 минуты. Как дядя Фима говорил, он смотрел, вот по тому, как опадает шапка, он свое мыло знал, дошло, не дошло мыло до волоса, до луковиц. Почему он еще говорил, что надо распаривать, и все это делалось только под опаску, под клинковые, под кованые, кованину. К тэшкам этого не требовалось, потому что без этого было бы грустно, и там жестче все это шло. А когда распаривались, как дядя Фима говорил, луковка раскрывалась, и была возможность именно туда, вот как она раскрылась, туда доставить это мыло. Второй проход пройден, после этого накладывалось горячее полотенце, теплый компресс, и клиент лежал еще какое-то время. После того, как компресс снимался, тут был нюанс. Или, если дядя Фима ничего не говорил, то Дмитрич накладывал сразу же холодный компресс, чтобы человек кайфанул. Или дядя Фима говорил: так, погоди, не торопись, да, я с этим человеком поработаю. Начинал у него работать на лице, оттягивая, растягивая, уминая кожу везде полностью, и на скулах, и на брылях, и под носом, и под глазами. То есть он приводил вот только одному ему ведомые вот эти вот всякие вот структуры на лице человека в должное состояние. И уже после этого накладывался холодный компресс. Или, в зависимости от того, что там увидел дядя Фима или не увидел, он говорил: так, нет, вот этому не холодный компресс, вот этому льдом. И там была ванна со льдом, и тогда Дмитрич брал этот кусочек льда и проходил человеку по лицу. Прошу прощения, перескочил. После холодного компресса не сразу наносился парфюм, шипр. Тогда Дмитрич смотрел, если, не дай бог, где-то были микропорезы или еще что-то, но всякое бывает, тогда эти микропорезы он обрабатывал или тальком, что было проще всего тогда. Талька много не брал, просто в ладошки вот так вот повозюкал, чтобы хоть что-то было, и так вот рукой аккуратненько убирал. Ну или квасцами, а уже потом наносился шипр. Но не прямо в лицо, а делалось облако, и это облако опадало на человека. И вот после этого человек просто лежал и кайфовал. Никогда никто не подрывался, не бежал, все просто ловили кайф. А вставали уже видоизмененные. Вот после этого, если вдруг нужно было, дядя Фима еще делал стрижку, подравнивал там бородку, ну это во время бритья там делал какую-то стрижку, и человек от него уходил уже в полной кондиции. И со слов Дмитрича, отбоя у клиентов у дяди Фимы не было. Тут много всяких нюансов. Я, конечно же, постараюсь это повторить, но без вашей помощи вряд ли получится, потому что, ну вот, например, вот простая терминология: довести мыло до состояния сметаны. Как? Ну как я вот сейчас, допустим, в этих условиях могу сделать? Взять кусочек мыла, расколтыхать его в воде и как-то там перевозюкать? Нет. Постараться это сделать как-то по мазкам, как в свое время Дмитрич делал. Ну да, тут можно подумать, дозирование водой, много ее не делать, или наоборот много сразу дать, чтобы оно пеной не зашло, понимаете? Сильно не возюкать, вот добиться этой сметаны, чтобы потом ее на лицо нанести. Потом опять же, как дядя Фима умудрялся натягивать кожу, не используя квасцов, ну видимо сноровка какая-то была. И самый главный для меня секрет, который я очень и очень хочу разгадать:
Но это как он два прохода-то всех подряд брил. На самом деле у меня волосы растут, ну не так, чтобы. А вот он умел, он умел. Может быть, это просто опыт и знание своего предмета, может быть. Но рано или поздно, возможно, я до этого дойду. Но очень бы хотелось научиться. Вот, ребята, я рассказал вам все, что поведал мне Дмитрич по поводу того, как Ефим Львович поступал во время бритья, как он делал, проводил все эти процедуры. Естественно, всех тонкостей я знать не могу, это вот Дмитрич знает. Если он постепенно будет что-то мне рассказывать, ну, конечно, я буду рассказывать вам. Все, а теперь будет бритье. Ну и постараемся хотя бы чуточку приблизиться к тому, что делал Ефим Львович. Дядя Фима, я думаю, плохого не делал. Так что добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, да, и вам Богу здоровья, пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч, отшли бриться, пока-пока.